Say slava Sabrasham Sabretnam. Say slava Sabrasham Sabretnam. Say slava Sabrasham Sabretnam. Say slava Shri Guru Ishi Gaurangya. Say slava Shri Guru. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Jivaitas Prajostan Raslatis in Programa Volvetsa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Swarnamachitaya Bhagavad Gita Kak Anayas Glava Shistaya Dhyana Yoga Stik Musamnatsati. Yes, Shist Musamnatsati. Yada Viniyatam Chitam Atmanyeva Vatishtate Nispriha Sarvakamebhyo Yukta it Yuchate Tada Yada Viniyatam Chitam Atmanyeva Vatishtate Nispriha Sarvakamebhyo Yukta it Yuchate Tada Yada Viniyatam Chitam Atmanyeva Vatishtate Nispriha Sarvakamebhyo Yukta it Yuchate Tada.
chitam. Yada viniyatam chitam. Atmanyeva vatishhate. Atmanyeva vatishhate. Nisprihah sarva kamebhyo. Nisprihah sarva kamebhyo. Yuktaiti uchyate tadam. Yuktaiti uchyate tadam. Just let me remote. Яда, когда, виниятам, подчинен, читам, ум, атмани, на духовный уровень, эва, безусловно, аватиштхате, поднимается, нисприхага, не желающий, сарва, всех, камепхьяга, материальных удовольствий, юктага, утвердившийся в йоге, ити, так, учьяте, говорится, тогда. Пожалуйста. Когда йог упорядочивает деятельность ума и, освободившись от материальных желаний, достигает духовного бытия, его называют утвердившимся в практике йоги. Комментарий Шрила Прабхупады. В отличие от обыкновенного человека, йог в своих действиях не руководствуется материальными желаниями, главным из которых является половое. Совершенный йог полностью управляет своим умом, поэтому его не беспокоят никакие материальные желания. Этой ступени совершенства естественным образом достигает тот, кто развил в себе сознание Кришны. В Шримад Бхагаватам сказано 9.4.18-20. Savaimana Krishna Padada Vindaya Vachamsi Vaikunta Ganada Vandane Karohari Amandira Marshanadi Sho Shritim Chikara Chutas Satkato Daye Mukunda Lingalaya Darshane Drisho Talbrichiga Trasparshenga Sangamam Gradanchatat Pada Saroja Sarlave Srimattulasya Rasanam Tadarpite Pado Hare Shetra Padanu Sarpane Shirorishikesha Padabi Vandane Kamam Chatasye Natukama Kamyaya Yatotama Shloka Janashraya Rati. Царь Амбариша прежде всего сосредоточил ум на лотосных стопах Господа Кришны, а затем одно за другим занял в служении Господу все свои органы чувств. Его уста прославляли трансцендентные качества Господа, руки убирали его храм, уши слушали рассказы о деяниях Господа, а глаза созерцали его божественный образ. Тело царя касалось тел преданных Господа. Нос вдыхал аромат цветов лотоса, поднесенных Господу, а язык наслаждался вкусом листьев туласи, возложенных к лотосным стопам Господа. Ноги несли его к местам паломничества и храма Господа. Голова склонялась перед Господом, а все желания были связаны с желаниями Господа. Все эти духовные занятия как нельзя лучше подходят тому, кто стремится стать чистым и преданным. Приверженцам философии имперсонализма духовное бытие может казаться непостижимым и недосягаемым. Но человек, обладающий сознанием Кришны, легко достигает его, о чем свидетельствуют эти стихи, описывающие занятия Махараджа Амбариша. Действовать на духовном уровне может только тот, кто постоянно помнит Господа и чей ум устремлен к Его лотосным стопам. Разновидности преданного служения Господу, которыми занимался Махараджа Амбариша, получили название арчаны – деятельности, позволяющей человеку использовать все свои чувства в служении Господу. Чувства и ум не могут оставаться в бездействии, поэтому простой отказ от деятельности не приведет йога к успеху.
Для большинства людей, особенно для тех, кто не отрекся от мира, перечисленные выше духовные занятия для ума и чувств – самый лучший способ достичь духовного уровня, который в Бхагавад-гите определен словом «юкта». Yadavaniyatan chittam atmanyeva vatishtate nispriha sarva kamebhyo yukta ityuchate tada. Когда йог упорядочивает деятельность ума, и, освободившись от материальных желаний, достигает духовного бытия, его называют утвердившимся в практике йоги. Om Vishnu Hare Krishna Prestha Bodily Srimad Bhaktivedanta Swami Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachari Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalatrudhyascha, Kritasindhu Vyevacha, Vadidana Bhavanevya, Vaishnavya Namo Namaha, Vaishnavya Namo. Hare Krishna. Et как жизнь сегодня? Лучше, чем вчера. Спасибо, что вы приехали, что вы здесь. Начали ваше общение. И да, здесь мы или Кришна продолжает говорить о как практиковать успешно, да? Йогу. Yes. So the previous couple of verses we read, they were different things you have to be careful to do or not do. В предыдущих двух стихах, которые мы с вами прочитали, рассказывались вещи, которые нужно делать, а также вещи, которые нужно избегать. And of course they were, at least most of them, in a sense, were very kind of basic things. В каком-то смысле вещи, которые обсуждались в предыдущих двух стихах, являются начальным уровнем. Right, okay, yeah. Eating, how to eat, how not to eat, sleeping, how to sleep, not to sleep. Как есть правильно и что не нужно есть, сколько спать нужно, сколько спать не нужно. So of course these things, they are important. Конечно, эти вещи очень важны. But they're not as really sort of, anyway, they are critical things. Да, можно сказать, даже они являются критическими вещами. And of course we also, we may feel that it's more important how to chant, how not to chant. Конечно же, быть может, мы с вами чувствуем, что гораздо более важным предметом для обсуждения для нас это воспевание святого имени, как его правильно воспевать, как не нужно воспевать. How to associate with devotees, how not to associate. Как правильно общаться с преданными, как с преданными общаться не нужно. How to understand the message of Krishna. Как понять послание Кришны. How to present the message of Krishna. И как представлять послание Кришны другим людям. How to avoid speculating. И каким образом избегать измышлений, спекуляций. Prabhupada encouraged us not to try to preach beyond our realization. Шрила Прабхупада всегда вдохновлял нас проповедовать
таким образом, чтобы мы не выдумывали ничего только на уровне своей реализации. Yeah, in other words, not to speculate. Другими словами, не выдумывать. And actually, really, the thing to do in that regard is to repeat the words of the Lord or of the great devotees. И что это значит в практическом смысле? Это значит повторять слова Господа или великих ачарьев. And if we just repeat those things, then you don't have to be some sort of very clever presenter. И если мы следуем такому пути, то в этом смысле не нужно быть семипядей во лбу. Yes, just being a faithful follower is sort of like a foundational point. Для этого нужно всего лишь быть верным приверженцем, и это является основополагающим моментом. Yes, we should avoid quoting from the 19th chapter of Bhagavad Gita. Нам нужно избегать цитат из 19 главы Бхагавад-гиты. Or the 13th canto of Srimad Bhagavatam. Или цитаты с 13-й песни Шримад Бхагавати. Don't talk about the four modes of material nature. И про четвертую гуну материальной природы не нужно ничего рассказывать. Stick. Yeah, we've got to be faithful and stick to the reliable things. Нам необходимо всего лишь навсего быть верным приверженцем и следовать надежному процессу. And then even if your presentation is very simple and straightforward, then at least it is right. И даже если ваша презентация может быть весьма простой и весьма прямолинейной, по крайней мере, это будет честно и правильно. So then, yes, having discussed, Lord Krishna having discussed some things, what to do, what not to do, И после того, как Господь Кришна завершает обсуждение вещей, тех самых, которым нужно следовать и которым следовать не нужно, and here now he's talking about the result of all that. здесь, в 3 стихе в нашей очереди, он говорит о результатах, которые мы должны достичь. Like the perfection that is achieved through practicing in those ways. Какое именно совершенство мы можем достичь, следуя предыдущим предписаниям? And on one side, one characteristic, one feature of that result is the devotee becomes free from material desire. И одной отличительной чертой, одной особенностью, одним из результатов, который достигает преданный, является то, что он становится свободным от материальных желаний. And that of those different things, material attractions, of them, as Prabhupada says here, attraction to the opposite sex or attraction to sex life, that is, Prabhupada says, it is the chief. А также, среди прочего, различных материальных влечений, главным среди которых является половое, как говорит Шрила Прабхупада. And on the other side, if one has become properly situated, then one is attached to Krishna. И в дополнение ко всему, кроме того, что человек избавляется от материальных привязанностей, он также развивает привязанность и влечение к Господу. So on one hand, no material desire, on the other hand, just fully absorbed in Krishna. С одной стороны, он перестает испытывать материальные желания, с другой стороны, он полностью посвящает свою жизнь Кришне. And Srila Prabhupada, the way Prabhupada presents it here in the purport is that it's sort of the root or the center of it all is the mind. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что центром всего этого процесса является наш ум.
this yogi or this devotee who's perfectly situated has disciplined the mind. Йог, преданный, который достиг совершенства, вне всяких сомнений, обуздал свой ум. And therefore, because of that, the devotee is no longer disturbed by any kind of material desire. И именно по этой причине такого преданного, такого йога не беспокоит никакие материальные желания. So Prabhupada in the purport a little bit, he talks about the possibility of the impersonalists achieving this. Комментарий Шрила Прабхупада говорит о вероятности достижения подобного совершенства имперсоналистам. And he says that these impersonalists, they are just not able to grasp this or express this or feel it. It's just like a whole foreign thing to them. Шрила Прабхупада говорит, что для имперсоналистов невозможно ни понять подобное явление, ни объяснить другим, ни почувствовать. Для них это все равно, что иностранщина какая-то. It's like from the man in the moon. Все равно, что речь человека с Луны. You heard about the man in the moon? Слышали, да, про человека с Луны? Нет. That's what it's like. Вот поэтому, собственно, он и человек с Луны. Who knows what is this? It's just like a big question mark. Кто знает вообще, о каком человеке, собственно, идет речь, из какой Луны. Just like we were sitting in the airport waiting for our bags to come a couple of days ago. Пару дней назад мы сидели в аэропорту и ожидали получения багажа. And there was an advertisement for a film. Мы увидели рекламу фильма. Film, what? Называется. Как я помню. Человек-паук. Человек-паук. Oh, no, Harry Potter. It's just, it's just craziness, actually. На самом деле это просто безумие. 100% off. 108% off. And so none of the speculation and the strange stuff. The devotee has very clear experience of absolute truth. На преданного не производит впечатление подобные выдумки, подобная фантастика, подобная глупость, поскольку преданный знаком с абсолютной истиной. So, Srila Prabhupada gives very, very nice example in the purport to illustrate this. Шрила Прабхупада дает очень интересное описание в комментарии, которое является замечательной иллюстрацией. What is the position, what is the experience of that realized devotee? Каково положение этого преданного, который является человеком, который осознал абсолютную истину, каков его опыт? And where it all begins from. И откуда берется этот опыт и, собственно, его положение. Which we mentioned, it begins with the mind. Как мы уже сказали ранее, если вы помните, все начинается с ума. And then from the mind, when the mind is situated nicely, from that, the other functions of the being, they develop spiritually. А если ум должным образом обуздан и находится в соответствующем положении, то в результате этого все остальные системы нашего организма работают должным образом. So, yes, it's very nice. The example is Maharaj Ambarish. И наилучшим примером в этой связи является пример Махараджа Амбариша. Savai Mana Krishna Padarda Vindayor.
Savai Mana. He engaged his mind, Krishna Pada Aravindaya, in the lotus feet of Krishna. Савай, монах Кришна, он смог направить свой ум на Падаравиндайор, лотосные стопы Кришны. He began by fixing his mind on Krishna, means thinking of Krishna in different ways. Каким образом ему удалось сосредоточить свой ум на лотосных стопах Кришны? Он размышлял о Кришне разными способами. Yes, we know that process of focusing the mind on Krishna. It begins with the holy names. Нам знаком процесс, при помощи которого мы можем сфокусировать свое внимание на Кришне, это воспевание святых имен. The names, then the forms, Имена, затем формы Господа, then the qualities, затем качество Господа and then the и pastimes. затем игры Господа. This is a sequence. Это очередность. Just as the spiritual development of the devotee is a sequence beginning with the mind, Подобно тому, как духовное развитие преданного начинается с ума. so the process for the mind is a development from focusing on the names. Поэтому процессом для развития уровня вашего ума является сосредоточение ума на лотосных стопах Господа. Prabhupada, or actually Srila Bhaktivinoda Thakur makes the point that the holy names of the Lord are like a great ocean. Сосредоточение на святом имени Господа. И на самом деле Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о том, что святое имя Господа является океаном нектара. And then the forms of the Lord, next step, the forms, they are like the waves in the ocean. Следующий уровень – это формы Господа. И формы являются волнами в этом океане. You don't have many waves here in Moscow, do you? В Москве у вас есть волны? Океан, yes, нет. Шум Река. звука. Moskovskaya Reka. Anyway, we've had a lot of experience with waves. У нас много опыта с волнами. Yes, so in the ocean, they're the big waves. В океане очень большие волны. And they're like the different forms of the Lord. Эти волны являются различными формами Господа. And then Bhaktivinoda Thakur explains that the qualities of the Lord, they are like the little waves which are on the big waves. Затем Бхактивинода Тхакур объясняет, что качество Господа – это маленькие волны поверх больших волн. This may be sort of too technical, Может быть, слишком технический момент, but we are from a surfing background. но у нас есть опыт серфинга, And there you know all about the waves. а там, знаете ли, нужно все понимать в волнах. So yeah, so they're little waves on the big waves. То есть там существуют маленькие волны поверх больших волн. And they're like the qualities of the Lord on the forms of the Lord. Они как раз и сравниваются с качествами Господа, которые присущи формам Господа. And then when the waves, the big ones, the little ones, just all the different waves, when they mix with each other, И когда большие волны смешиваются с маленькими волнами, then sometimes they go bang up in the air, возникает всплеск воды, they воздуха, splash against each other. и волны как будто бы врезаются друг в друга, брызги разлетаются. It's a very sort of animated situation. Весьма такая анимированная картина происходит. And this is now the pastime, И теперь этот момент сравнивается с играми Господа, where the qualities
of the forms are displayed and those qualities interact with each other. В которых уже как раз проявляются и качества, и формы Господа, и взаимодействуют друг с другом. So this is what Maharaj Ambarish was doing first. Именно этим и занялся Махарадж Амбариш сначала. He was thinking about the Lord. Он начал думать о Господе. But he wasn't just thinking. Он не просто думал. I mean, it was kind of complex and involved and subtle. Это не просто обычное размышление, это размышление, в котором было очень много всего. And as a result, thinking of the Lord, different forms of the Lord, and in different ways, and how they do different things. Он размышлял о качествах Господа, о формах, в сравнении с волнами и каким образом они взаимодействуют и проявляются. So his mind became absorbed in the Lord in just so many unlimited ways. В результате чего его ум полностью погрузился в Господа безгранично. So the thing, a thing is, if we really want to follow in the footsteps of Maharaj Ambarish, И суть такова, если мы действительно серьезно настроены следовать по стопам Махараджа Амбариша and focus our minds on the Lord, и сосредоточить свой ум на Господе, and always have different things to think about the Lord, и всегда размышлять о Господе разносторонне. well, you know what it means. Знаете, что это значит? It means we have to read Srila Prabhupada's books. Это значит, что нам нужно изучать книги Шрилы Прабхупады. Yes. And then you'll have something to think about. И вот тогда вам будет о чем поразмышлять разносторонне. Otherwise we will quickly run out of things to think about the Lord. В противном случае у нас закончатся способы, при помощи которых мы смогли бы размышлять о Кришне. Like Ananta Shesh, he has so many mouths. Ананта Шеш обладает большим количеством ртов. And with each mouth is speaking a different pastime of Krishna. Каждый род озвучивает разную игру Кришны. And he has never repeated one pastime. И он до сих пор еще ни разу не повторился. And this is for unlimited period of time. И это уже продолжается бесконечно. You know, может быть, вы можете думать. How many pastimes of Krishna do you know? Быть может, вы могли бы подумать о том, сколько игр Кришны знаете лично вы. If we asked you, you must now tell us in detail all the pastimes of Krishna you know. Если бы мы попросили вас рассказать в деталях все игры Кришны, которые вы знаете, How long would you be able to talk? на протяжении какого времени смогли бы вы разговаривать? Anyway, you think about that. Подумайте об этом. Because Maharaj Ambarish just all day, every day, was thinking about different pastimes, different qualities, different forms of the Lord. Потому что Махараджа Амбариша каждый день на протяжении всего времени, в течение целого дня, размышлял об играх Господа, качествах Господа, формах Господа. One time one of our devotees was having a little discussion with a practitioner of another religion. Однажды последователь нашего общества общался с практикующим представителем другого общества. And the devotee said, you know, we love talking about the Lord. Наш преданный сказал: мы просто обожаем говорить о Господе. And the other man said, me too. И его оппонент сказал: да я тоже. And the devotee said, well,
tell me something about the Lord. И наш преданный сказал: ну поведай же мне что-нибудь о Господе. And the man said, wow, the Lord, he is so great. И его оппонент сказал: о, Господь, Господь, Он велик. He's so wonderful. Он такой замечательный, He's so merciful. такой милостивый. And he created everything. И все создал вообще. And he loves us all. И всех нас любит. And he's so great. И такой великий. And he's so wonderful. И такой замечательный. And he created everything. И ведь создал же ведь все. And he loves us all. А как любит Он нас. And and he's so great. Ну какой же Он великий все-таки. И поэтому мы должны читать because then we will know something which we can think about Krishna. Из которых мы можем узнать что-то, что поможет нам думать о Кришне. Just like I'm sure many of you can cook. Я уверен, что многие из вас умеют и могут готовить. How many preparations can you cook? Какое количество блюд вам под силу приготовить? Anyway, you think about it. Подумайте, пожалуйста, сами. There's one temple in Mathura called the Dwarkadish temple. В Мадхуре есть один храм, называется храм Дваракадиш. On Govardhan Puja, they cook many preparations. В день Гавардхана Пуджи они готовят большое количество блюд. Usually not less than 3,000. Обычно не менее 3000. Yeah, anyway. And Srimati Radharani has been cooking for Krishna breakfast time and lunch time for so long. Шримати Радхарани готовит для Кришны завтраки и обеды уже очень давно. And she's never repeated the same preparation. И до сих пор она еще ни разу не повторилась. Кто здесь главный повар, самый лучший повар в Москве? Кто? Видите, Радха, наверное. Радха. Кто Радха? Это Радха. Большая Радха. Okay. Anyway, it's something you can think about too. Об этом вы тоже можете поразмышлять. How many variations of kartoshka can we make? Сколько видов картошки вы можете приготовить? No, мне нравится. Okay. So, but see, in order to really focus our minds, we have to have something in our minds about Krishna. Видите ли, для того, чтобы по-настоящему сфокусировать свой ум на Кришне, необходимо, чтобы что-то в этом уме о Кришне было. And this is what Maharaj Ambarish did. И именно так и поступил Махарадж Амбариш. Thinking about Krishna in many ways. Размышляя о Кришне различными способами. Not simply sitting there like Krishna, 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 Krishna. I mean, it's good, it's not bad. But that's not what it means by focusing the mind on Krishna. Он не сидел просто на стуле и не повторял Кришна, 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 Кришна. Конечно, это неплохо, это хорошо, но Махарадж Амбариша более глубже размышлял о Господе. Yeah, so we should study Prabhupada's books and then we'll find out there's such a vast amount of information about Krishna, his expansions and their qualities, etc. It's practically unlimited. Да, мы должны изучать книги Шрилы Прабхупады,
И мы обнаружим, что в них содержится обширная информация о качествах Господа, о Его формах, о Его явлениях, деяниях. Like, let me just tell you one little thing. Позвольте рассказать вам одну интересную историю. Well, not a story, but just Штуку. Одну штуку. That it comes up in the 14th chapter of the 10th canto. В 14 главе 10 песни содержится следующее описание. There, in one of the verses, Krishna is described as Gunatma. В одном из стихов Кришну называют Гунатма, Which basically means the embodiment or the personification of all qualities. что переводится как воплощение, вместилище всех хороших качеств. And there, well, there's a comment by Srila Sanatana Goswami Также написан комментарий Шрилы Санатаны Госвами. that Krishna has unlimited qualities. У Кришны качество бесконечное. We, of course, from Nectar of Devotion, we know about 64. Конечно, из нектара преданности мы знаем, что у Кришны 64 качества. But these are 64 categories or types of quality. Но эти 64 являются не просто качествами, а категориями, видами качеств. Right. There's unlimited variations on each quality. И существует безграничное количество вариаций различных качеств. And then he goes on to make a very interesting point. И далее Шрила Санатана Госвами делает очень интересное утверждение. That Krishna reserves one special quality which he only for each devotee. Он говорит о том, что Кришна оставляет одно уникальное качество, которое он проявляет только одному преданному. No other devotee experiences that quality. Ни один другой преданный не в состоянии увидеть это качество или соприкоснуться с переживаниями этого качества. Yeah. So, for example, как вас зовут? Sergei. For Sergei, there is one quality which, как вас зовут? Constantine. Sergei has one particular experiences one quality of Krishna, which Constantine has no experience of. Сергей переживает особенность одного качества Кришны, которое не под силу пережить Константину. And Constantine experiences another quality which Sergei has no experience of. А Константин переживает другое качество Кришны, которое не под силу пережить Сергею. And what to speak of Bhakti Violetta? Что уж там говорить о Бхакти Виолетте. A quality that Krishna only shows her and not Bhakti Alisa. Она переживает качества, связанные с Кришной, которые никак не под силу пережить Бхакти Алисе. And Bhakti Alisa also experiences a quality and Violetta doesn't have. Также и Алиса, Бхакти Алиса переживает одно из качеств Господа Кришны, которое никак не под силу пережить Виолетте, Бхакти Виолетте. Понимаете? Чуть-чуть. Нет. Это невозможно понимать. Это возможно чуть-чуть понимать. Yeah, and each of these qualities, they are just amazing, incredible qualities. Все эти уникальные, удивительные качества Кришны являются особенными и очень личностными. So, like this, as the devotees go deeper into Krishna consciousness, there is so much to think about Krishna. It's literally unlimited.
По мере того, как преданный погружается в сознание Кришны, ему открываются все новые горизонты о размышлениях о Кришне, и этот горизонт безграничен. So that's just the first step, the thinking. Это был первый шаг размышлений. And then as these verses from the Bhagavatam describe about Maharaj Ambarish, И как описывает данный стих в Бхагаватам о Махараджа Амбарише, then in a sequence comes the various other things. то в последовательности также появляются и различные другие элементы. Next is the words, И следующее – это слова. describing here it says the qualities of the Lord. Которыми можно описать качество Господа, как Качество. говорится здесь. Yeah, okay, kachyestva, and of course the pastimes, И, конечно же, игры, then the instructions, а также наставления, then the devotees, а также преданных and their relationships with Krishna, и их отношения с Кришной, and then their relationships with each other. а также их личные взаимоотношения. And again, it's just an unlimited ocean. И, конечно же, этот способ, слова, это также является безграничным океаном. And therefore, Anantashesh is able to just speak and speak and speak and never repeat himself. И именно по этой причине Ананташеш в состоянии постоянно говорить и еще ни разу не повториться. And then what's next after the words? Что идет далее за словами? Using the hands. Используем руки. Using the hands, of course, there's so many things you can do with your hands. Конечно, можно многое сделать руками. Here it says cleaning the temple. Но здесь говорится, что руки используются для того, чтобы мыть храм. You know, in Radhakund, amongst the residents of Radhakund, Знаете, на Радha-Кунде среди обитателей этого места, I mean, they're sort of, you know, but anyway, there's a tradition from way back in the time of the six Goswamis. конечно, они народ такой своеобразный, но традиция у них еще сохранилась еще со времен 6 Госвами. Only the most advanced devotees are allowed to clean Radhakund. Только самым возвышенным и продвинутым преданным разрешается чистить Радha-Кунду. If you're not advanced enough, no, you're not allowed. Если вы недостаточно продвинуты, никакой вам Радха-Кунды. So next time they ask you to clean the temple room here, Поэтому в следующий раз, когда вас здесь вежливо попросят прибраться в храме, don't think that, oh no, they caught me and they're making me do the sudra work. пожалуйста, не думайте, что вот я и попался, и теперь-то, собственно, меня и заставят шудрианской деятельностью заниматься. Just know that cleaning the temple, the sacred place, it is only allowed for the most advanced devotees. Пожалуйста, помните, что уборка в таком сокровенном, священном месте, как храм Господа, предоставляется только самым продвинутым преданным. And only after hundreds of lifetimes of amazing pious activity И лишь только через сотни жизней, в течение которых нужно заниматься благочестивой деятельностью, do you get the opportunity to clean the temple. вы можете получить возможность прибраться в храме. Or wash the pots. Или помыть кастрюли. Seriously? That was my first service when I joined. На самом деле это было мое самое первое служение, когда я только-только присоединился. Pot washer. Да, я был посудомойщик. Only cold water. Только холодная вода была доступна. No soap. И никакого мыла. And many big dirty pockets.
Зато было очень много грязных кастрюль. Sure. And it was such a job. Работенка была нелегкая. Eventually they gave me an assistant. В конце концов, мне дали помощника. And then I became the chief pot washer. И тогда я стал начальником среди посудомойщиков. Very elevated service. Да, я продвинулся в служении. Then next was his ears hearing the pastimes of the Lord. Далее слушание игр Господа. His eyes seeing the transcendental forms of the Lord. Это уши, а глаза должны смотреть на трансцендентные формы Господа. His body in touching it. You remember what he would touch with his body? А далее говорится о его теле. Помните ли вы, с чем там его тело соприкасалось? What did he touch? А? Другими With the преданными. bodies of other devotees. Yes, he touched the bodies of the devotees. Верно, он соприкасался с телами других преданных. And I just, So, there's, in other words, the association of devotees, it's of extreme importance. Другими словами, общество преданных – это является чрезвычайной важностью для нас. There is a nice verse in Chaitanya Charitamrita. В читании Чаритамрити есть замечательный стих. Madhya Lila Vosem Dwesti Sorak Vosem. Мадхья Лила 8:248. It's Dukkha Madhye Kona Dukkha Haya Guru Tara. That's Lord Chaitanya asking a question. Господь Чайтанья задает вопрос, And Ramananda Roy gives answer. а Рамананда Рой дает ответ. Krishna Bhakta Viraha Vina Dukkha Nahi Deki Para. Sri Chaitanya Mahaprabhu asked, Шри Чайтанья Махапрабху спросил, of all kinds of distress, what is the most painful? какой наиболее болезненный опыт среди всех видов беспокойств? Sri Ramananda Roy replied, Шри Рамананда Рой ответил, apart from separation from the devotees of Krishna, разлука с преданными Господа Кришны, except for that, I know of no unbearable unhappiness. является самым невыносимым несчастьем. Кроме этого, я не знаю ничего. It's even worse than separation from Krishna. Разлука с преданными для него гораздо более серьезная, чем разлука с Кришной. Because we get Krishna from the devotee. Потому что мы получаем Кришну от преданных. Therefore, if we lose the devotees, we lose Krishna. Поэтому, если мы теряем общество преданных, мы теряем Кришну. Therefore, Maharaj Ambarish, with his body, he would embrace the devotees and touch the bodies of the devotees. Своим телом Махарадж Амбариш соприкасался с телами других преданных. Он обнимал их. With his sense of smell, he would smell the lotus flowers. И носом он вдыхал Yeah, they say. аромат цветка лотоса. And in the translation, actually, in Srimad Bhagavatam, На самом деле, в переводе в Шримад Бхагаватам Prabhupada translates there, he would smell the scent of the tulsi flower. Шрила Прабхупада переводит это следующим образом. Он вдыхал аромат лепестков туласи. Did you ever smell the tulsi flower? Вы когда-нибудь вдыхали аромат цветов туласи? It's very subtle. Очень тонкий аромат. But, we should understand,
that it's so, Krishna appreciates that smell so much. Но вы должны понимать, что Кришне очень нравится этот аромат, он его очень ценит. Then his tongue, he would taste the tulsi leaves. При помощи своего языка он пробовал листья туласи на вкус. Of course, he'd also taste the prasadam. Конечно же, он при помощи языка пробовал прасад на вкус. His legs he would use to go on pilgrimage. А свои ноги он использовал для того, чтобы отправляться в паломничество And to visit the temple. и посещать храм. So like this, all these different functions Maharaj Ambarish was doing, but they're all flowing from the absorption of his mind in Krishna. Таким образом, Махараджа Амбариши выполнял различные виды деятельности, но все они проистекали из его ума, сосредоточенного на лотосных стопах Господа. So we need to follow in the footsteps of Maharaj Ambarish. Всем нам следует следовать по стопам Махараджа Амбариша. Yes, but it begins, we should be clear, it begins with focusing the mind. Это должно быть ясно с самого начала. Все начинается с ума. Which you can do by chanting. И ум можно настроить при помощи воспевания святого имени. And by И reading Srila Prabhupada's books. при помощи изучения книг Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada ki. Jai! Srila Prabhupada ki. Jai! Srila Prabhupada ki. Jai! Go Premananda. Haribol! Haribol. Я успею, что Шрила Бхакти читание с вами Махараджа ки. Jai! Ки. Jai! Ки. Jai Гур Прямананде. Haribol! Зарплата повышается. Всем вам ki. Jai! Всем вам ki. Jai! Хорошо.